Что приготовить на ужин, чтобы было сытно и вкусно? Сейчас покажу несколько простых рецептов. Возьмем половинку одной луковицы и нарежем ее мелким кубиком. Также нам понадобится примерно 70 грамм шампиньонов, их мелко нарезаем. На свой вкус можно заменить на другие грибы. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла, у меня 1 чайная ложка масла кхи, и сперва обжариваем лук около минуты. Затем добавляем к нему грибочки. Сразу же накрываю крышкой и уменьшаю огонь. Оставляю так на пару минут, чтобы грибы выделили сок. Затем крышку снимаю и обжариваю их до полной готовности. В конце приготовления добавляю 1 чайную ложку крахмала, можно заменить на муку. Перемешиваем и затем добавляем 50 мл сливок. Готовим так около минуты, помешивая. Сливки начнут густеть из-за крахмала, и у нас получится густая грибная начинка. Оставшаяся у нас половина луковицы пойдет в фарш. Нарезаем ее на небольшие кусочки. Далее беру 350 грамм курицы, у меня это кусочек филе и филе бедра. Я буду использовать для этого комбайн, вы можете также сделать фарш с помощью мясорубки. Добавляю также немного соли и перца. Я делаю это в 2 подхода, так как объем комбайна небольшой. Вот такой вязкий фарш у меня получился. Противень застилаем пергаментом и теперь выкладываем на нее массу, разделив ее на 4 части. Каждая у меня получилась весом по 100 грамм. Придавливаю ложкой и делаю небольшое углубление. А если вы интересуетесь здоровым питанием и хотите узнать еще больше полезных рецептов для него, не забудьте подписаться на мой канал. В углубление выкладываем начинку, ее я тоже разделила на 4 равные части. Также нам понадобится немного тертого сыра, примерно 60 грамм. По 15 грамм тертого сыра будем выкладывать на каждый из кусочков. Духовка уже разогрета до 180 градусов, ставим примерно на 30 минут. Сыр подрумянился сверху, и наши гнезда с начинкой жульен готовы. На порцию достаточно 2 вот таких штучек, дополню их салатом из зелени. У меня эта микрозелень, у себя в инстаграме показывала, как мы ее дома выращиваем, поэтому если вы из Украины, понимаете украинский, подписывайтесь. Добавляю немножко оливкового масла, и вот такой ужин у нас готов. Это очень вкусное блюдо, а еще оно очень сочное. Это не какая-то сухая куриная грудка. Ну а для следующего рецепта нам понадобится либо 1 крупный огурец, либо несколько маленьких. У меня это 4 штучки. В первую очередь я отрезаю им попки и теперь буду натирать их вот на таком слайсере. Нужно, чтобы получились очень тонкие кусочки. Вообще этот рецепт я подглядела на англоязычном ютубе. Там он очень популярен, его называют Viral Cucumber Salad и говорят, что это очень вкусно, поэтому давайте тоже попробуем. Огурец я нарезала и выкладываю сразу в банку, хотя можно просто использовать обычную миску. Также мне понадобится половинка фиолетовой луковицы, ее тоже мелко нарезаем. Также для салата нам понадобится слабосоленая, либо же семга холодного копчения, которая вам больше нравится. Нарезаем ее мелкими кусочками. Рыбы на порцию я взяла примерно 50 грамм. Также нам понадобятся каперсы. На вкус они, кстати, очень похожи то ли на маслины, то ли на соленые огурцы. В общем, понравится тем, кто любит соленья. Я знаю, их даже добавляют в оливье, довольно вкусно получается. Я добавлю где-то 3 чайные ложки. Ну а теперь для заправки салата мы будем использовать сливочный сыр.
Я взяла его примерно 35 грамм. Добавлю сверху немножко сушеного красного перца. Далее такой салат вы можете какое-то время хранить в холодильнике, например, до вечера, приготовив его заранее. Но чтобы его съесть, его нужно сначала хорошенько взболтать, чтобы все перемешалось. И получился вот такой вот кремовый салатик. Кстати, на вкус очень даже ничего. Поэтому однозначно рекомендую попробовать. Для ужина так вообще отличный вариант. Ну а для следующего рецепта возьмем куриную грудку. У меня одна штука, весом примерно 300 грамм. Кладем ее в воду и добавим немного магии, а точнее соли. Ставим филе вариться до готовности. Это примерно 30 минут. Затем достаем его и дадим ему остыть. После чего нарезаем его на маленькие кусочки. Всего для рецепта нам понадобится 200 грамм уже отваренного куриного филе, поэтому планируйте это заранее, возьмите либо небольшой кусочек, либо придумайте, для чего его использовать потом, если останется. Возьмем далее 2 обычных яйца, к ним добавляем 100 мл молока, 50 грамм сметаны, либо же греческого йогурта, немножко соли, можно добавить перец. И теперь 60 грамм муки. У меня мука из твердых сортов пшеницы и также пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем. Также нам понадобится немного тертого сыра, а точнее 120 грамм. Натираем на мелкой терке. Кстати, говорят, что натирать, держа терку лежа, удобнее, хотя я разницы не заметила. Если вы пробовали, напишите, что думаете на этот счет. Сыр добавляем в массу и сюда же добавляем курицу. Можно по желанию ее разделить на более маленькие кусочки, но я решила этого не делать. Осталось совсем немного, это нарезать зелень. У меня это зеленый лук. Можно заменить на любую другую зелень на свой вкус. Добавляем к остальным ингредиентам и хорошенько перемешаем. Если вы хотите похудеть и при этом не тратить свое время на подсчет калорий и поиск простых и вкусных рецептов, вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Это мои авторские меню с пошаговыми инструкциями к приготовлению и списками продуктов на неделю. Есть разные варианты по калорийности и сезонности, поэтому переходите по ссылке в описании и выбирайте тот вариант, который подойдет именно вам. Возьму форму для выпекания кексов, слегка смазала маслом и теперь в каждую ячейку выкладываем массу. У меня хватило как раз на 6 штучек. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Сверху наши маффины подрумянились, значит готовы. Хорошенько вылазят из формы после остывания. Вот такие они плотные, но при этом мягкие и сочные внутри. Это еще один вкусный вариант высокобелкового ужина. Они вкусные как в теплом, так и в холодном виде, поэтому их можно взять с собой, а это очень удобно. Для следующего рецепта нам понадобится либо же одно вареное куриное яйцо, либо же 5 перепелиных. Заливаем их водой, ставим на огонь, после закипания провариваю буквально 1 минуту. Затем возьму куриное филе, посыпаю его солью с обеих сторон. Также возьму немного специй для курицы, смазываю хорошенько с обеих сторон. Буду запекать в аэрогриле полчаса при температуре 190 градусов. Можно также приготовить его любым другим способом. Тем временем готовлю заправку: 2 столовые ложки греческого йогурта без добавок, пол чайной ложки горчицы, немного соуса шрирача, также 1 чайная ложка оливкового масла, немного соли и 2 нарезанные зубчика чеснока. Хорошенько перемешиваем, и вкуснейший соус, полезный аналог майонеза, у нас готов. На тарелку я выложила листья салата, теперь добавлю туда еще нарезанные черри. Их я беру на глаз, примерно столько, сколько вы бы съели их на 1 порцию. Этот салат мы сейчас готовим на 1 порцию, поэтому я возьму половинку от довольно крупного авокадо. Ну а если точнее, здесь примерно 40 грамм. Нарезаю кусочками. Яйца уже готовы, надо снять с них скорлупу.
Курочка тоже уже готова. Нарезаем ее на кусочки. Получилась она очень сочная. Я возьму не всю курицу, а примерно половину, где-то 120 грамм в готовом виде. Этого на порцию будет достаточно. Далее добавляю 50 грамм консервированной кукурузы. Выкладываю на тарелку авокадо и нарезанные вареные перепелиные яйца. Также нам понадобится 30 грамм сыра с плесенью. Можете взять любой на ваш вкус. Заправляем салатик заправкой. Это тот самый знаменитый салат Коб. Я собиралась снять его рецепт еще как только зарегистрировала свой канал на ютубе, а это было вообще-то 10 лет назад. И даже не знаю, почему я не сделала этого раньше. Ну а на сегодня это все, и если это видео вам понравилось, буду ждать ваши лайки и комментарии внизу. С вами была Оля, увидимся в следующих роликах.